Привет всем участникам группы пионерского лагеря имени Лизы Чайкиной. С вами, как всегда, Света Уголек. Сегодня я представлю вам трейлер к следующему ролику. В следующем ролике мы, наконец, увидим прощальный пионерский костер. Вспомним, каким он был огромным. Трудно представить, чтобы в наше время было разрешено устраивать костры таких масштабов. В наше время просто немыслимо устраивать в такое позднее время подобное мероприятие, когда уже совсем темно, на абсолютно открытой, неогороженной, ничем не оборудованной площадке. Без средств пожаротушения, без охраны, на крутом берегу реки без освещения. Кругом трава, да кустарники, кишащие комарами, пауками. В 300 метрах от большой автомобильной трассы. А невдалеке разрушенный старый деревянный мост через реку с торчащими балками. В километре от села Червишево, где в 90-е годы кочевали молодые бандиты. И тем не менее, дети из неблагополучных семей, приехавшие из детдома, под минимальным надсмотром ничуть не пострадали. Ни один не сунул руку в костер, не свалился в реку, не потерялся в кустах. Все были счастливы и рады, но и одновременно им было грустно, что лето закончилось, и им снова придется возвращаться в свои холодные края, в холодные стены детских домов. Возможно, кто-то из них приехал на следующий год в наш лагерь. Кто-то провел еще одно счастливое лето в чистейшем сосновом лесу с оздоровительным хвойным воздухом. В простеньких, но уютных дачках. В кругу лучших друзей и веселых пионервожатых во главе с задорной легендой лагеря, старшей пионервожатой Маргариты Николаевны. Чей голос, смех и улыбку запомнил каждый ребенок, который хоть раз побывал в лучшем лагере Тюмени, пионерском лагере имени Лизы Чайкиной. А на этом я прощаюсь с вами, до новых встреч, приятного просмотра. Пионерский лагерь имени Лизы Чайкиной представляет Поставили палки, поставили! Гори, гори, ясно! Чтобы не пожаться! Гори, гори, ясно! Там искренне! Спасибо! Спасибо! Еще бы что-нибудь.